Всем привет! Сегодня приготовим 4 очень классные, вкусные закуски. Делается все легко и просто, а получится очень-очень вкусно. Рекомендую досмотреть ролик до конца, и я уверен, что вы выберете для себя что-то новенькое и очень вкусное. Сегодня будем готовить необычное мясо, точнее мясной рулет по старому бабушкиному рецепту. Для начала нам понадобится кусок мяса, не жирного, но так, чтобы он хорошо подходил на отбивные. Нарезаем 4 куска, примерно толщиной 1,5 см. Мясо у меня сегодня свиное, но также можно использовать и говядину. После того, как понарезали мясо, его нужно накрыть пищевым целлофаном, взять молоток для отбивных и отбить с двух сторон. Мясо примерно должно будет увеличиться в 2-2,5 раза в объеме. Затем отбитый кусок мяса нужно немножко поперчить и посолить, а после того взять руками и вот так вот как будто бы втереть перец с солью прямо в мясо. Такую процедуру нужно проделать с двух сторон. Затем укладываем мясо в тарелку и точно таким же образом поступаем с остальными кусками мяса. Все куски мы будем складывать стопкой и пускай вот так вот оно немножко промаринуется. И точно такую же самую процедуру мы будем проводить с куриным филе. Нам понадобится 2 филешки одной курицы. Филешки мы будем разрезать вдоль на 2-3 части. Это как у вас получится, и все будет зависеть от того, какой величины у вас филе. Точно так же мы накрываем куриное филе пищевым целлофаном, берем молоток, маленькими зубьями стараемся отбить, тоже чтобы мясо увеличилось в объеме примерно в 2-2,5 раза. Но смотрите, не перестарайтесь, чтобы в мясе не было дырок. Дальше каждый кусок мяса нам точно так же с двух сторон нужно будет поперчить, посолить. Соль с перцем нужно будет руками опять-таки втереть в мясо, чтобы оно хорошо пропиталось. И опять все будем укладывать стопкой, чтобы оно все промариновалось в собственном соку. Ну а затем нам понадобится терка и 3-4 зубчика чеснока. Чеснок нужно будет натереть на мелкую терку. Натертый чеснок пока что отставляем в сторонку. Ну а дальше нам только остается собрать наш рулет вместе. Берем пергаментную бумагу, застилаем разделочную доску, берем свиное мясо, то, что мы отбивали на отбивные, и вот таким вот способом будем укладывать одно на второе, так сказать, лесенкой, чтобы когда мы будем сворачивать, у нас был хороший зацеп, как будто бы было одно сплошное полотно из мяса. Затем нам нужно взять чеснок и постараться равномерно распределить его по всей поверхности свиного мяса. После чеснока нам нужно взять целые зерна горчицы и тоже распределить их по всей поверхности свиного мяса. И только после этого мы будем раскладывать куриное мясо. Смотрите, куриное мясо нужно раскладывать будет поперек того, что мы разложили свиное мясо. Это для того, чтобы был более хороший сцеп и более хорошо держался рулет. Раскладываем полностью все мясо. Если у вас оно будет лишним, его нужно будет разложить полностью все, даже если это займет у вас 2 слоя, так как у меня. А затем берем аккуратно вот так вот за пергамент и стараемся свернуть ровный, красивый, аккуратный рулет. Пергамент в мясо сворачивать не нужно, нужно просто сделать так, чтобы мясо не разлетелось. Получилось все аккуратно и более-менее ровно. Ну а далее в этот же пергамент нам нужно постараться завернуть полностью весь рулет. В этот момент старайтесь сделать так, чтобы получилось все как можно более поплотнее. Затем берем нитки и полностью хорошо обвязываем весь рулет. Если же вы это не сможете сделать сами, попросите, чтобы вам кто-то помог. Ну и вот как-то так у меня получилось перевязать рулет нитками. После этого, как вы проделали такую процедуру, перекладываем мясо на противень и отправляем полностью все в духовку, разогретую до 200 градусов, ровно на 1 час 20 минут. Через час 20 достаем хороший, красивый, пропекшийся уже рулет. Наверх на рулет вот так вот прямо в противень укладываем разделочную доску, а наверх на доску нам нужно установить какой-то пресс. У меня это будет 3-литровая банка с закруткой. И в таком вот положении нужно вот это все будет оставить минимум на 3-4 часа. Если это простоит у вас целую ночь, будет даже лучше. Ну что ж, у меня прошло ровно 4 часа. Разрезаем нитки, убираем полностью все нитки и разворачиваем с пергамента наш рулет. Как видим, мясо от пергаментной бумаги отстает очень хорошо, очень красиво. Все получилось точно так же, как в детстве делала бабушка. Получилось красиво, аккуратно и что-то похоже немножко на гусеницу. Ну и настал вот этот момент истины. Берем нож и начинаем разрезать наш рулет. Видим, что рулет разрезается хорошо, легко, держит форму, ничего нигде не рассыпается, не распадается. В разрезе такой рулет смотрится просто шикарно. Жиру здесь нет, а такое ощущение, как будто бы вот это белое мясо, это есть сало. Но
Все получилось просто вкусно, диетически и не жирно. В детстве мы очень обожали такой вот рулет у бабушки. Это было самое любимое блюдо не только на праздничном столе. Бабушка старалась нас всегда таким баловать. А сейчас приготовим очень необычную, недорогую и очень-очень вкусную закуску на праздничный стол. А для начала нам понадобится несколько штук отваренных шампиньонов. У меня были такие маленькие, и я использовал примерно 10-12 штук. Нам их нужно натереть на самую мелкую терку. Если не хотите возиться с теркой, их можно будет просто пропустить через мясорубку. Натертые грибы на несколько минут отставляем в сторонку. Далее нам понадобится 4 куриных яйца, отваренных вкрутую. Их нужно будет разделить на белки и желтки. Белки мы пока что отставляем в сторонку, а желтки нам нужно натереть на ту же самую терку, что мы натирали шампиньоны, и сразу же в ту же самую тарелку. Вот это все нам нужно немножко посолить и поперчить. Соль и перец, как всегда, добавляйте по своему вкусу. И добавляем к шампиньонам и желткам примерно 1 столовую ложку майонеза. Затем вот это все нужно очень хорошо перемешать до однородного состояния. Итак, первая намазка, первый слой у нас уже будет готов. Мы отставляем его пока что в сторонку. Далее нам понадобится глубокая тарелка и 150 грамм твердого сыра. Твердый сыр берите по своему усмотрению. Берите тот, который больше всего любите. Натираем его на мелкую терку. После того, как натерли твердый сыр, в ту же тарелку на той же терке мы будем натирать белки из 4 куриных яиц. Далее нам понадобится еще 2 плавленых сырка. Их мы тоже будем натирать на мелкую терку в эту самую тарелку. Но маленький такой лайфхак. Чтобы сырки не прилипали к терке, нужно взять подсолнечное масло, кисточку и терку с 2 сторон аккуратно смазать вот так вот подсолнечным маслом. Ну и вот посмотрите, после того, как смазали терку, берем сырки и начинаем их натирать. Сырки натираются очень легко и нигде ничего не прилипает. Затем все, что у нас есть в глубокой тарелке, нужно немножко все поперчить. Соль не добавляем, так как у нас 2 вида сыра, я думаю, соли будет предостаточно. Еще в эту глубокую тарелку мы будем добавлять чеснок. Нужно взять 3-4 зубчика чеснока и пропустить их через чесночный пресс. Далее сюда же нужно добавить примерно 2 столовые ложки майонеза. Если же вы не любите майонез, можно добавить греческий йогурт и немножко горчицы. Берем ложку и очень хорошо все перемешиваем до однородного состояния, так чтобы все продукты между собой хорошо перемешались. Ну и дальше приступаем непосредственно к сборке нашей красивой и очень вкусной закуски. Берем небольшой лист пергаментной бумаги. Пергаментную бумагу можно заменить пищевым целлофаном. И нам понадобится еще вот таких вот 12 кружков солями. Солями должна быть именно вот такая вот большая, потому что с маленькой будет очень сложно скрутить рулет. И выкладываем ее вот так вот друг на друга, так чтобы между кусками солями нигде не было ни одного просвета. У вас должно получиться как будто бы один ровный пласт солями. Далее берем первую намазку, ту, что мы делали из желтков и грибов, и небольшим равномерным слоем нужно покрыть полностью вот этот большой пласт из солями, так, чтобы покрылась полностью вся площадь, нигде не оставляйте просветов. И особенно хорошо нужно промазать все края. После того, как нанесли первый слой, берем вторую тарелку и тоже аккуратно стараемся нанести второй слой. Тоже его нужно равномерно распределить по всей поверхности, но делайте так, чтобы слои вам не смешивались, чтобы получился отдельно белый слой и отдельно вот этот немножко темный слой. Второй слой наносится немножко легче, потому что он будет намного толще, нежели первый слой. И после того, как вы хорошо намазали второй слой, нам понадобится еще либо 1 помидор, либо красный болгарский сладкий перец. Его нужно нарезать будет вот так вот соломкой и аккуратно разложить примерно равномерно по всему слою. Я сегодня использую помидор, и если будете использовать помидор, старайтесь раскладывать так, чтобы в нем было как можно меньше сока. Пускай сок лучше останется в тарелке. После того, как вы все пораскладывали, берем за ближний край к вам и аккуратно начинаем сворачивать рулет. Старайтесь сделать так, чтобы он получился у вас как можно плотнее. К пергаменту ничего не будет прилипать, у вас должна будет получиться красивая, равномерная, как будто бы большая колбаска. Затем вот этот получившийся рулет нам нужно свернуть в этот же пергамент, на котором мы его готовили. Нужно свернуть его аккуратно и как можно поплотнее. По краям нужно завернуть так, как будто бы вы заворачиваете конфетку. И в итоге у вас получится как будто бы палка колбасы, завернутая в пергаментную бумагу. Отправляем наш рулет, так сказать, импровизированную большую колбаску в холодильник минимум на 2 часа, но в моем случае он будет стоять целую ночь. А с утра мы посмотрим, что же у нас получилось. Достаем рулет из холодильника, видим, что форму он держит очень хорошо, плотно, разворачиваем его из пергаментной бумаги, берем нож и нарезаем его на порционные куски. Видим, что при нарезании он форму держит хорошо, ничего нигде не разваливается, не разлопывается.
В разрезе смотрится рулет очень красиво, а на вкус получается обалдеть как вкусно. А сейчас приготовим необычную селедку. Она получается такой вкусной, что за раз можно все слопать самому. Я уверен, что такая селедочка понравится даже тем, кто ее не любит. Ведь она приготовлена самым вкусным маринадом, по моему мнению. И когда вы попробуете замаринованную селедку таким способом, она вам покажется в разы вкуснее красной рыбы. Итак, 2 штуки селедки, вес не важен. Нужно отрезать голову, хвост и все плавники. Их нужно будет хорошо выпотрошить и вымыть все внутренности. Затем из этих селечин вынимаем хребет и все кости и делаем филе. Как вы видите, я разделал 2 селечины на 4 вот таких вот филешки. Шкуру тоже снимал. Затем каждую вот эту филешку мы нарезаем на полоски. Толщина полосок должна быть примерно по 2 сантиметра, плюс-минус. Нарезанную кусочками селедку отставляем пока что в сторонку. Далее берем 3 небольшие луковицы, и все их нужно будет нарезать на полукольца. Смотрите, чтобы толщина полуколец была не слишком большая. Ну а теперь приступаем к приготовлению самого вкусного маринада. Берем небольшую кастрюльку, в нее отправляем чуть меньше, нежели столовую ложку соли, небольшую горстку зерен кориандра, примерно 20-25 штук, 10-12 горошин черного перца и примерно столько же душистого перца. 1 гвоздику, ее будет достаточно. Еще я сюда отправляю пол чайной ложки смеси разных перцев. Затем в эту же кастрюльку мы отправляем 4 столовые ложки томатного соуса, либо же кетчупа. Что вам больше нравится, то и добавляйте. Также сюда нужно добавить 1 чайную ложку острой горчицы. 1 столовую ложку с горкой натурального меда. Его можно заменить сахаром, но поверьте, так вкусно, как с медом, не будет. Далее в эту кастрюльку нужно будет добавить еще 60 грамм яблочного уксуса. Если нету яблочного, можно добавить обыкновенный столовый, но в 2 раза меньше. И в самом конце в эту же кастрюльку нужно отправить 120-130 грамм подсолнечного масла. Дальше, друзья, отправляем кастрюльку на огонь и постоянно помешивая, доводим все до кипения. Самое главное, чтобы жидкость не закипела, только хорошо прогрелась, все продукты хорошо смешались и очень хорошо растворился мед. Ну и вот посмотрите, еще у нас ничего не кипит, по краях кастрюльки как будто бы уже начинает что-то булькать, и в это время нам нужно будет все снять с огня. Отставляем все в сторонку и дадим остыть всему до комнатной температуры. Маринад не должен быть горячим. Итак, мариновать сегодня я все буду вот такой вот литровой банке. Вы можете использовать любую посуду, которая для вас более удобна. На дно банки отправляем небольшое количество лука, таким образом, чтобы полностью все дно банки было покрыто луком. Наверх на лук отправляем 1 лавровый листочек. Наверх на лук отправляем немного селедки, так чтобы селедка покрыла полностью весь лук. Затем берем уже остывший маринад и добавляем в банку 3-4 столовые ложки маринада, так чтобы маринад полностью покрыл все, что у вас сейчас есть в банке. Ну и как вы уже поняли, в такой вот последовательности нужно заполнить полностью всю банку. Дальше закрываем банку крышкой, отставляем банку в холодильник, пускай все маринуется ровно 1 сутки, можно чуть больше. А дальше мы посмотрим, что же у нас получится. Итак, друзья, прошли ровно сутки. Достав банку из холодильника, такое ощущение, что маринаду стало намного меньше, как будто бы селедка с луком впитали его в себя. Но самое главное, получилось все так вкусно, что все, что есть в той банке, можно скушать одному человеку. Я уверен, что если вы поставите такую селедку на стол, сметут все под ноль, будут просить добавку и даже будут просить рецепт. Потому что и лук, и селедка обалденно вкусные получаются. А сейчас приготовим необычное и очень вкусное блюдо. Я уверен, оно понравится всем. Сегодня будем делать лодочки с фаршированным куриным филе. В итоге получим очень сочные и нежные блюда. И для начала нам понадобится небольшой пучок петрушки. Петрушку можно заменить либо шпинатом, либо же салатными листьями. Саму петрушку нужно очень-очень хорошо измельчить и отправляем ее в отдельную глубокую тарелку. Затем берем 2-3 зубчика чеснока и пропускаем их через чесночный пресс в тарелку прямо к измельченной петрушке. Сюда же в тарелку нужно добавить 1 столовую ложку французской горчицы в зернах, немного натертого твердого сыра, 1 столовую ложку сметаны. И все вот это нужно немножко поперчить. Перец добавляйте по своему вкусу. Затем берем ложку и очень хорошо все перемешиваем. И наша очень вкусная начинка для куриных филе уже будет готова. Далее берем непосредственно само куриное филе. Берем хорошо острый нож и прорезаем куриное филе вот так вот пополам. Прорезаем, не разрезаем полностью, а прорезаем. Его нужно будет разложить на 2 части вот так вот, чтобы получился один большой кусок мяса. Внутренность вот этого разрезанного филе немножко нужно поперчить и посолить.
Затем вот так вот рукой просто как будто бы втираем соль и перец внутрь мяса, немножко, аккуратно. Затем берем 1 столовую ложку начинки, той, что мы готовили. Аккуратно укладываем ее наверх вот так вот на разрезанную часть филе. Разравниваем аккуратно полностью. И филе нам нужно сложить как будто бы обратно, как будто бы мы его не разрезали. Но начинка уже должна будет остаться внутри. Затем вот так вот сложенный кусок филе нужно немножко сверху поперчить и натереть немножко солью. Переворачиваем его на вторую сторону и делаем точно так же. Дальше нам нужно взять кисточку и немножко подсолнечного масла. И вот этот низ куриного филе вот так вот аккуратно смазываем немножко подсолнечным маслом. Уже готовый зафаршированный кусок филе отставляем в сторонку. С остальными кусками филе нам нужно проделать все точно так же. Сколько вы приготовите их, только зависит от вашего желания. Затем берем двойной лист пергаментной бумаги. Размер пергаментной бумаги должен быть примерно 5-7 сантиметров длиннее с каждой стороны за ваше куриное филе, которое вы готовили. На пергамент филе нужно будет уложить уже той частью, которую мы смазали подсолнечным маслом, а верхушку филе нужно тоже смазать подсолнечным маслом. Далее берем за края пергаментной бумаги, вот так вот подгибаем все к центру, и вот эти вот края нужно свернуть, как будто бы вы сворачиваете конфетку. Нужно сделать так, чтобы наше куриное филе оказалось как будто бы в формочке. Получится как будто бы импровизированная лодочка, чтобы во время выпечки, когда будет собираться жидкость, она никуда не повытекала, чтобы осталась полностью вся внутри. Верхушку вот так вот немного подгибаем. Этим самым мы делаем ее более устойчивой, более такой упругой. И в итоге у нас должно будет получиться что-то похожее на импровизированную лодочку. И вот точно таким же образом нам нужно сделать остальные лодочки на те куски филе, которые вы для себя заготовили. Далее нам еще понадобится 1 помидор, и его нужно нарезать на вот такие вот полукольца. Берем наши уже готовые лодочки, берем остатки натертого твердого сыра. Аккуратно вот так вот каждое филе посыпаем поверху сыром. Затем на каждую лодочку мы укладываем наверх на сыр половинку нарезанного помидора полукольцами. Вот так вот, как будто бы лесенкой. А наверх на помидоре опять насыпаем небольшое количество натертого твердого сыра. Аккуратно перекладываем наши лодочки на противень и отправляем его в разогретую духовку до 200 градусов примерно на 35-40 минут. Но смотрите, время выпечки зависит от вашей духовки. Оно может быть либо больше, либо меньше. У меня лодочки простояли в духовке 45 минут. Аромат стоит на пол подъезда. Получились они вот такие вот красивые, ароматные и очень-очень сочные. Смотрите, жидкость по краям как будто бы еще кипит. И, конечно же, непосредственно перед самой подачей нужно все присыпать немножко измельченной зеленью. Так будет выглядеть более красиво и более ароматно. Далее берем тарелку, достаем филе из лодочки. Получается вот такой вот необычный, красивый, аппетитный кусок. Но делайте все аккуратно, потому что все еще горячее. Жидкость, которая осталась, ее можно использовать в качестве подливки к картошке, либо к спагетти. Ну а сыр, который расплавился и остался в жидкости, тоже можно выложить вот так вот аккуратно на тарелку, он тоже очень-очень вкусный. Ну и посмотрите, после того, как вы разрежете вот это вот филе, оно внутри оказывается очень нежное, сочное и очень-очень вкусное. Начинка, которая осталась внутри, тоже очень необычная и придает свой неповторимый вкус. Ну что ж, друзья, на этом у меня сегодня все. Если вам понравилось, как обычно, лайк, подписка, колокольчик. Поделитесь роликом с друзьями, не пропускайте новые видео. Ну а мы с вами, как всегда, встретимся в этом же месте, только в новом ролике. Всем пока, всем до скорой встречи на канале Аппетитная кухня.